Меня зовут Дмитрий Пехарт. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии один из самых часто используемых инструментов Ilias Surface — это инструмент выравнивания или Align. В программе Ilias Surface есть два вида инструмента выравнивания — Align и Align 2008. Отличие инструментов выравнивания Align от Align 2008. Соединение со всеми видами контактов. Пехарт теория. Отличие инструментов выравнивания Align от Align 2008. Виды смещений в инструментах Align и Align 2008. Смещение Blend. Рассмотрю варианты смещения Blend при сглаживании поверхностей. Воспользуюсь алгоритмом Blending в инструментах Align и Align 2008. Выбираю инструмент Align и в алгоритме Continuity задаю G2 и Blending. Выбираю первую поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю вторую поверхность, которой будет сглаживаться первая поверхность. Увеличиваю количество U-degree до 5. В инструменте выравнивания Align алгоритм Blending Options содержит два поля для настройки блендинга. Extra CV Rows и Blend Factor. Первый отвечает за количество задействованных CV, добавляя и убирая контрольные вершины. Blend Factor — это коэффициент длины холлов. Алгоритм Blend делает длины холлов равными, а настройка Blend Factor изменяет длину у равных холлов. В алгоритме Blending в разделе Extra CV Rows добавляю одну CV. Смещаю Blend фактором ряд этих добавленных CV. Добавляю еще CV в разделе Extra CV Rows до 3. Смещаю Blend фактором ряды этих добавленных CV. Выравниваю поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю грань второй поверхности, которой будет сглаживаться первая поверхность. Увеличиваю количество U-degree до 5. Переключаю сглаженность на Curvature, то есть G2. В инструменте выравнивания Align 2008 в разделе Blending есть следующие настройки. Уже знакомая функция Extra CV Rows, которая позволяет взять под контроль дополнительные ряды CV для достижения более плавного перехода. Функция Decay Degree или степень уменьшения доступна только если Extra CV Rows больше 0. Decay Degree — это степень, в которой влияние выравнивания уменьшается по мере продвижения к дополнительным рядам CV. Более высокие числа дают меньшее влияние на дополнительные ряды CV. Настройки Tangent Scale и Curvature Scale изменяют длину первого и второго холла соответственно. Функция Blend Interior from Endes перемещает внутренние CV выровненной поверхности для формирования плавного перехода между CV внешних краев, если для параметра Continuity выбрано значение Tangent или Curvature. Show Manipulate отображает манипуляторы для изменения холлов Tangent или Curvature, если параметром Continuity является Tangent или Curvature. В алгоритме Blending в разделе Extra CV Rows добавляю 4 CV. Смещаю CV поверхности свойством Decay Degree. Степень распада работает по экспоненциальной шкале, поэтому влияние быстро падает при увеличении этого значения на небольшую величину. Смещаю CV поверхности свойством Tangent Scale. Смещаю CV поверхности свойством Curvature Scale. Наблюдаю варианты смещения Blend при сглаживании поверхностей. Смещение partial. Рассмотрю варианты смещения при частичном сглаживании поверхностей. Воспользуюсь алгоритмом partial в инструментах Align и Align 2008. Выбираю инструмент Align и отключаю Blending. Уменьшаю количество U-degree до 3. Включаю алгоритм partial. Изменяю в алгоритме partial свойства Start. Изменяю в алгоритме partial свойства End. Выравниваю поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю грань второй поверхности, которой будет сглаживаться первая поверхность. Отключаю Explicit Control. Убираю в разделе Extra CV Rows задействованные CV. В инструменте выравнивания Align 2008 в разделе Partial Align есть несколько настроек Partial Joiness.
Это настройки Off, T-John и General. Настройка Off выравнивает весь край первой поверхности по всему краю второй поверхности. Настройка T-John выравнивает всю кромку одной поверхности по части кромки другой поверхности. General выравнивает часть одной поверхности по части другой поверхности. Включаю в Partial Align свойство T-John. Изменяю Partial Start. Изменяю Partial End. Переключаю на свойство General, только в этой настройке доступен параметр Modify Interior Allowed. Этот параметр позволяет так изменить форму поверхности, чтобы соединить исходное положение внешней грани и внутреннюю точку соединения. Если внешняя грань не имеет опции Modify Interior Allowed, вся грань переформировывается, чтобы соответствовать внутреннему соединению. Этот параметр определяет, какие внешние грани имеют разрешение на изменение внутренней части. Одинаково в начале и в конце. Только в начале, только в конце. И изменяю Both Start and End. Переключаю на Only Start и меняю значение. Переключаю на Only End и меняю значение. Наблюдаю варианты смещения при частичном сглаживании поверхностей. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии. И вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно! Смещение вектор. Рассмотрю варианты смещения при направленном сглаживании поверхностей. Воспользуюсь алгоритмом вектор в инструментах Align и Align 2008. Выбираю инструмент Align и отключаю Partial. Включаю алгоритм вектор и его свойстве выбираю ось X. Выбираю инструмент Align 2008. Переключаю в алгоритме Alignment Type на свойство Directional и оставлю выбранную ось X. Возвращаюсь в инструмент Align и в свойстве вектор выбираю ось Y. Наблюдаю, что в данный момент по оси Y поверхность не сгладилась. Возвращаюсь в инструмент Align 2008 и в свойстве вектор выбираю ось Y. Возвращаюсь в инструмент Align и в свойстве вектор выбираю ось Z. Возвращаюсь в инструмент Align 2008 и в свойстве вектор выбираю ось Z. Возвращаюсь в инструмент Align и в свойстве вектор выбираю View. Смещаю видовой куб и заново перевыбираю View. Возвращаюсь в инструмент Align 2008 и в свойстве вектор выбираю View. Наблюдаю варианты смещения при направленном сглаживании поверхностей. Чтобы разобраться в NURBS сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Смещение Skew. Рассмотрю варианты смещения при скошенном сглаживании поверхностей. Воспользуюсь алгоритмом Outer Edge в инструментах Align и Align 2008. Выбираю инструмент Align и в алгоритме Outer Edge задаю свойство Skew. Настройка Skew или наклон. При ее включении ребро поворачивается на угол, заданный Skew. При этом ребро остается в касательной плоскости. Start Skew и End Skew изменяют угол поворота в градусах начального или конечного внешнего края. Эти значения также можно настроить с помощью манипуляторов, в виде маленьких кружков в окнах просмотра. Изменяю его значение. Кажется, что манипулятор двигается и вверх, и вниз, и в стороны, хотя на самом деле смещение идет только в одной плоскости. Выбираю инструмент Align 2008. Включаю в алгоритме Blending свойство Show Manipulate и изменяю угол наклона векторов. Изменяю параметр Tangent Scale. Изменяю параметр Curvature Scale. Добавляю векторы. Изменяю у них Curvature Scale и Tangent Scale. Наблюдаю варианты смещения при скошенном сглаживании поверхностей.
Смещение проекции Align. Рассмотрю варианты смещения при проекционном сглаживании поверхностей. Воспользуюсь инструментом MUV, в инструменте Align алгоритмом Alignment Type A, в инструменте Align 2008 свойством Surface to Join Parameter. Выбираю инструмент Align и в алгоритме Alignment Type устанавливаю Project. Выбираю Continuity G0. Выбираю первую поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю вторую поверхность, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Выбираю в свойстве Vector ось X. Смещаю поверхность, к которой сглажена другая поверхность. Выбираю инструмент MUV. Выбираю поверхность и смещаю ее вдоль оси Z. Возвращаюсь в инструмент Align и меняю Continuity на G1, на G2, на G3. Оставляю Continuity на G0. Выравниваю другую поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008. Выбираю вторую поверхность и сбрасываю ее историю построения. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю грань второй поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Отключаю свойство Show Manipulate и в алгоритме Continuity задаю Position, то есть G0. Изменяю значение свойства Surface to Join Parameter. Наблюдаю варианты смещения при проекционном сглаживании поверхностей. Еще немного стоит поучиться, и вы, как и я, будете видеть НУРБ с поверхности и поверхности Безье во множестве окружающих вас вещей. Смещение проекции сплайна. Рассмотрю варианты смещения при сглаживании к проекционным сплайнам на поверхностях. Воспользуюсь инструментом Project, Align и Align 2008, MUV. Выбираю инструмент Project. Выбираю проецирование вдоль оси X. Выбираю поверхности, на которые будут проецироваться сплайн. Выбираю поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю проецированную кривую на поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Выравниваю другую поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008 и выбираю поверхность. Сбрасываю историю построения у поверхности. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю проецированную кривую на поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Меняю в Alignment Type настройку с Directional на Default. Смещаю линию, которая проецирована на поверхности. Выбираю инструмент MUV. Выбираю линию и смещаю ее вдоль оси Z. Изменяю сглаженность у второй поверхности на G1. Изменяю сглаженность у первой поверхности на G1. Задаю в алгоритме Outer Edge свойство Edge Align. Выбираю инструмент MUV. Выбираю линию и смещаю ее вдоль оси Z. Наблюдаю варианты смещения при сглаживании к проекционным сплайнам на поверхностях. В следующей серии. Отличие инструментов выравнивания Align от Align 2008. Изменение формы в инструментах Align и Align 2008. Включаю Autoscale G2 и у оставшегося одного ряда синих стрелок изменяю положение центральной стрелки. Выбираю на одном из векторов квадрат и сдвигаю его. В инструменте Align 2008 есть возможность сглаживания первой выбранной поверхности ко второй, второй выбранной поверхности к первой и сглаживания обеих поверхностей друг с другом. Халы этих CV располагаются перпендикулярно к грани сглаживаемой поверхности. Похожий параметр есть в Align. Это Alignment Pipe Project по вектору Normal. На примере этих поверхностей я покажу это. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей и инженеров или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам, и я постараюсь вам помочь.